Всем привет! Сегодня у меня будет видео в большей степени для начинающих. Я хочу показать, как связать такую очень простую прихватку, но несмотря на свою простоту, она очень красиво смотрится. И тем, кто хочет научиться вязать крючком, как раз с таких именно изделий можно начинать учиться. Для этого нужно уметь вязать столбики с накидом и воздушные петли. Больше ничего здесь нет. У меня будет прихватка из двух одинаковых частей. Одну, как вы видите, я уже связала, а на примере второй сейчас буду показывать, как вязать. Дальше я буду их соединять друг с другом. Я все это покажу. Значит, вязать такую прихватку можно из любой пряжи, какая вам подходит для вас. Для прихваток я вяжу из разной пряжи прихватки. Именно эту вязала из двух вариантов пряжи. Это пряжа Ярнард Бегония. Вот. У них почти похожий состав. Так, здесь в 50 граммах 169 метров. Это 100% хлопок. А вторая пряжа это пехорка нежная. Здесь в 50 граммах 165. Почти одинаковые. 169 и 165 метров. Здесь в пряже 50% хлопок и 50% акрил. Эту пряжу я показывала в своей предыдущей посылке, где я получила пряжу из интернет-магазина «Мир вышивки». И показывала эту пряжу и говорила, что я ее взяла один моточек на пробу, попробовать, посмотреть, как эта пряжа в работе, понравится она мне или нет. И сказала, что я попробую связать из нее какую-нибудь прихватку. На интернет-магазин «Мир вышивки» будет ссылка под видео. Также, если вы выберете товар в этом магазине, то интернет-магазин «Мир вышивки» предоставляет для моих зрителей 10% скидку на первую покупку в этом магазине. Для этого вам нужно ввести промокод «Все вяжу». Я оставлю на экране, как должен выглядеть промокод. Он вводится большими буквами и без кавычек. Первые впечатления от этой пряжи остались положительные, она мне понравилась. Пряжа довольно мягкая, она мягче, чем бегония. Это естественно, здесь все-таки добавлен акрил, хотя бегония тоже вполне мягкая пряжа. Так, также понадобится крючок. Я вязала крючком 2,5, естественно, ножницы, и я буду соединять, и внутри у меня будет синтепон. Можно также использовать, например, войлок. Вот такой вот у меня есть. Он тоненький, и я в прихватке его тоже использую. Но в это, наверное, сделаю синтепон. У меня тонкий синтепон, по-моему, 0,5 сантиметра. Есть толще. И если вот такой тонкий, то я обычно в 2 раза его складываю. Все, можно начинать вязать. Да, еще я не сказала цвет. Если кто-то захочет вязать такого же цвета. Бегония это 53,07. А пехорка 179 фиалка. Схемы у меня нет, я вязала из головы, поэтому схемы нет. Я покажу каждый ряд, как вяжется. Здесь вяжется все очень просто. Поэтому, я думаю, справится любой. Начинаю вязание с желтой нити. Можно начать вязание с воздушной цепочки и потом в центр набирать столбики. Можно с открытым краем начать, или его еще называют кольцо амигуруми. Короткий край нити на ладонь, длинный край сверху.
Ввожу крючок в центр и вытягиваю рабочую нить. Образовалось кольцо, в которое я буду набирать столбики. Сначала набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Эти 3 воздушные петли заменяют первый столбик с одним накидом. И еще в центр кольца набираю 15 столбиков с одним накидом. Делаю накид на крючок. Ввожу крючок в центр кольца. Вытягиваю рабочую нить. На крючке 3 петли. Сначала рабочую нить протягиваю через 2 петли и затем через оставшиеся 2. Это столбик с одним накидом. Еще 14 столбиков, значит 2 у меня есть, и продолжаю набирать. 3, 4, 5. Если кольцо слишком большое, за короткий конец можно подтянуть и уменьшить его. 6, 7, 8, 9, 10. Всего должно быть 16. 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Затягиваем кольцо и в третью воздушную петлю подъема ввожу крючок, вытягиваю нить и протягиваю через последнюю петлю. Это соединительная петля. Так соединяется каждый ряд. Первый ряд провязан. Теперь нужно подняться на второй ряд. Для этого я набираю 2 воздушные петли подъема, можно набрать и 3. Но я поднимаюсь на 2 воздушные петли. И в этом ряду в каждый столбик я буду провязывать 2 столбика. В первом ряду было 16 столбиков, в этом ряду будет 32. Первый я уже провязала, и в эту же петлю провязываю еще 1 столбик. В первой петле 2 столбика, и теперь в каждую последующую петлю по 2 столбика. Во вторую петлю, можно считать так, 3, и сюда же 4, чтобы получилось 32. Также из следующей петли 2 столбика. Захватываем обе стенки петли. Это 5 столбик, сюда же 6. И продолжаем. И следующий 7 и 8. И следующий 9 и 10. И так до конца ряда из каждой петли по 2 столбика должно получиться 32. 32 столбика провязаны. Соединяемся с началом ряда. Во вторую воздушную петлю подъема ввожу крючок, вытягиваю нить и протягиваю через предыдущую. 2 ряда провязаны. Теперь третий ряд. В третьем ряду также прибавится 16 столбиков. Провязываю 2 воздушные петли подъема, и из этой петли будет это только 1 столбик. Из следующей провязываю 2. 1, сюда же 2. В
В следующую петлю опять 1 столбик. В следующую 2. 1 и сюда же 2. И так весь этот ряд будет чередоваться: в одну петлю 1 столбик, во вторую 2, 1, 2, 1, 2. И так прибавится 16 столбиков. Я провязываю 1, над следующим 2, один, над следующим 2. И так до конца ряда в этом ряду будет 48 столбиков. Я провязала все столбики. Из последнего столбика должно быть 2 провязано. Теперь в следующем ряду я уже буду менять нить. И сейчас, чтобы мне слишком много кончиков не мешало в работе, первую нить я спрячу. Обычно я делаю это с помощью иглы, это для меня более удобно. Покажу, как прячу. Есть вот начальный ряд. Внутрь этих столбиков просто протягиваю эту нить. Также по кругу. Можно пару раз в одну сторону, потом пропустить одну ниточку и протянуть в другую сторону. Никуда она не денется. Теперь эту нить уже можно обрезать, так как несколько рядов она не пригодится. Берем нить другого цвета, и последнюю петлю соединительную нужно сделать уже нитью другого цвета. Я просто беру нить, ввожу крючок во вторую воздушную петлю подъема, вытягиваю точно так же нить и протягиваю через предыдущую и подтягиваю. Дальше хвостики заправлю уже потом попозже, пока можно их влево вот так протянуть. Теперь в этом ряду уже будут провязываться веерочки. Из первой петли провяжем пока половинку веерочка. Для этого я делаю 2 петли воздушные подъема и в этот же столбик провязываю вот эти нити 2, можно сюда загнуть, но потом я их все равно буду иглой прятать. В этот же столбик провязываю еще 2 столбика. И пока так оставлю. В конце вязания я сюда провяжу вторую половинку веера. Дальше 1 воздушная петля. И теперь я буду провязывать веер в каждый 3-й столбик. 2 пропускаю, в 3-й буду вязать веер. 3-й столбик это всегда будет тот, который вязался один. В предыдущем ряду я вязала над одним столбиком 1, над следующим 2. Вот там, где 1, в этот столбик провязывается веер. Значит, 2 пропускаем. Вот были они вместе провязаны. А в 3-й провязываю так. 1 столбик с накидом. Все столбики вяжутся с накидом. Сюда же 2-й столбик с накидом. 1 воздушная петля. И сюда же еще 1 столбик с накидом. И сюда же 2-й столбик с накидом. Вот это полный веер. Таких вееров в ряду будет 16. Между ними тоже провязывается воздушная петля. Воздушная петля. И следующий веер в 3-ю петлю. 2 пропускаем петли и в 3-ю
Провязываем такой же веер. Один столбик, второй столбик, воздушная петля и еще 2 сюда же. Один и второй. Воздушная петля. Продолжаем. 2 пропускаем, в третий снова веер. Два столбика, воздушная петля, 2 столбика. Воздушная петля. 2 пропускаем, в третий вяжем. 2, воздушная петля и 2. И так продолжаем вязать. Сейчас полных таких вееров должно быть в ряду 15. И затем вот этот 16 закончим. Итак, я провязала 15 полных веерочков, и теперь 16 нужно вторую половину связать. Я начинала его вязать из первой петли, и сюда же провязываю еще 2 столбика. Вторую половину веера. 1 столбик, сюда же второй столбик, воздушная петля, и присоединяюсь ко второй воздушной петле подъема соединительным столбиком. Все, теперь в ряду 16 столбиков. Сейчас в этом ряду немножко волнит вот так вязание. Следующий ряд, это был у нас 4-й ряд. 5-й ряд вяжется аналогично, без добавления петель, и все расправится. Провязываем 5-й ряд так. 2 воздушные петли подъема и столбик с накидом в середину веера этого. То есть делаю накид, возвращаюсь в середину этого веера и провязываю 1 столбик. И оставляю эту половину веера. Вторую половину также провяжу в конце ряда. И продолжаю вязание аналогично предыдущему ряду. Воздушная петля. И теперь в каждый веер буду провязывать веер в центр. Прямо под воздушную петлю центральную в центре веера. В центр веера провязываю 2 столбика, воздушная петля, сюда же 2 столбика. То есть над веером веер. Воздушная петля, в центр следующего веера, снова веер, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика. И продолжаю так до конца ряда. В конце ряда также в центр первого веера провязываем 2 столбика, 1, 2, воздушная петля, и присоединяемся соединительным столбиком к воздушной петле подъема. Шестой ряд. 6-й ряд также над веерами будут вязаться веера, но уже будет не по 2 столбика, а по 3. Делаем 2 воздушные петли подъема и также возвращаемся в центр веера и провязываем еще 2 столбика. 1
сюда же второй. Половина веера провязана. Между веерами в этом ряду воздушных петель нет, только в центре веера. Поэтому сразу перехожу к вязанию следующего веера. В центр веера провязываю 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля. Сюда же 3 столбика. 1, 2 и 3. И продолжаю в каждый веер, над каждым, то есть веером, провязывать новый веер. По 3 столбика. 3 столбика, воздушная петля, 3 столбика. Заканчиваю вязание 6-го ряда, довязываю вторую половину веера. В центр провязываю 3 столбика. 1, 2, 3, воздушная петля и во вторую петлю подъема соединительный столбик. Следующий 7-й ряд. Также над веерами будут вязаться веера, но между веерами тоже будет теперь воздушная петля провязываться. 2 воздушные петли подъема. Возвращаемся в центр веера и провязываем еще 2 столбика. 1 и 2. Воздушная петля, центр следующего веера, такой же веер, 3 столбика, воздушная петля, сюда же 3 столбика. Воздушная петля, следующий веер, воздушная петля. И продолжаем над каждым веером вязать веер. Между веерами также воздушная петля. Заканчиваю 7-й ряд. В центр 3 столбика. Воздушная петля. И теперь нужно соединиться с предыдущим, вернее, с началом ряда, но следующий ряд у меня будет опять желтый, поэтому соединительный столбик я буду делать уже желтой нитью. Но эту обрезать не буду, так как желтый будет всего 1 ряд. Беру желтую нить, ввожу крючок во вторую воздушную петлю подъема, вытягиваю нить и протягиваю. Подтягиваю эти хвостики. И в этом ряду также будут вязаться веера. 2 воздушные петли подъема. Возвращаюсь в центр веера, провязываю еще 2 столбика. Половинку веера связала. Теперь добавляется еще один элемент. Это столбик между веерами.
воздушную петлю, которая провязывалась между веерами, прямо под нее, то есть я не ввожу в саму петлю, а прямо под петлю ввожу крючок, вытягиваю нить и провязываю один столбик с накидом. А дальше опять веер. В центр веера вяжу веер. 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь в центре веера будет 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика. 1, 2, 3. Между веерами провязываю столбик с одним накидом. Над веером веер. 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Сюда же 3 столбика. 1, 2 и 3. Между веерами 1 столбик. Веер, веер. 1 столбик, 2, 3. 2 воздушные петли. И сюда же еще 3 столбика. 1, 2, 3. Между веерами столбик. И так продолжаем до конца ряда. Заканчиваю вязать 8-й ряд. В центр, где был неполный веер, провязываю вторую половину веера, 3 столбика. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И теперь снова нить меняю. И провязываю соединительный столбик во вторую петлю подъема. Уже фиолетовой нитью. Желтую нить можно уже обрезать. Остался 1 9-й ряд. И в этом ряду в каждый веер я буду провязывать по 9 столбиков с одним накидом. А в тот столбик, который был между веерами, буду провязывать тоже 1 столбик. Сейчас мне нужно связать одну половину веера. 9 пополам не делится, поэтому в начале ряда можно связать или 4, или 5, это не важно. Провязываю 2 воздушные петли, заменяющие 1 столбик, и провяжу еще 3. 1, 2, 3. Всего 4 получается. И в конце ряда я провяжу еще 5 сюда. Получится 9. Здесь уже воздушных петель не вяжется. Над столбиком вяжу столбик. И в центре веера провязываю 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9. Над следующим столбиком снова вяжу столбик. И так повторяю. Над столбиком столбик, в центр веера 9 столбиков. Еще один провяжу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Над столбиком столбик. Так продолжаю до конца ряда. В конце 9-го ряда провязываю вторую половину первого веера. 3 столбика, 1, не 3, 2, 3, 4 и 5, так как вначале я провязала их 4. 5 столбиков и во вторую петлю подъема соединительный столбик. Все, теперь один ряд еще будет, это столбиками без накида я сделаю обвязку, когда я буду соединять 2 детали. Нить я не обрезаю, и теперь нужно вырезать ту часть, которой будете прокладывать эту прихватку. И так как я вырезаю, я беру свой синтепон, 2 раза я его сложила. Беру одну уже готовую половину, раскладываю и намечаю булавками. Вырезать нужно по меньшим, по вот этому ряду, без выступающих частей. Так иголочками отмечаю. И вырезаю круг. Так, берем наши обе половины. Первую изнаночной стороной наверх. Вот я вырезала круг. И сверху лицевой стороной наверх вторая. Здесь не важно, откуда вы начнете, главное, чтобы совпали веера. И начинаем соединять столбиками без накида. Ввожу крючок в петлю второй половины, вытягиваю нить и провязываю первый столбик без накида. И затем ввожу крючок в петлю одной половины, в петлю второй половины. Вытягиваю нить, на крючке 2 петли, следующую протягиваю через эти 2 петли. И так повторяю. Захватываю столбик с одной половины, со второй половины, вытягиваю нить, еще раз захватываю нить и протягиваю через эти 2. И вот здесь смотрите, чтобы у вас середина совпала. И так провязываем петля в петлю, столбиками без накида соединяем. И смотрим, чтобы не смещалась
внутренняя часть. Так я соединила по кругу. И когда связала последний столбик, к первому присоединяюсь соединительной петлей. И дальше я свяжу петлю, но я хочу, чтобы петля у меня была между веерами, поэтому я сейчас соединительными столбиками пройду по петлям в место, где между веерами. Просто вот так соединительными столбиками прохожу. Даже в первый веер, вернее, в первую петлю следующего веера. Вот так. Здесь остановлюсь и отсюда начну вязать эту цепочку. Длину петли вы выбираете сами. Я сейчас провяжу, скажу сколько. Так. Сначала вяжу цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, вяжете и смотрите. Еще можно парочку. 16, 17. Еще одну свяжу, 18 будет. Теперь разворачиваю на изнаночную сторону. И присоединюсь к какому-нибудь столбику. Где-то рядом здесь. Тоже соединительной петлей. Затем разворачиваюсь на лицевую сторону. И теперь буду обвязывать эту цепочку, так как она тоненькая. Можно, конечно, в 2 нити сразу провязать, но я сделаю так. Буду ее обвязывать столбиками без накида. Просто по кругу. Посчитаю, сколько у меня получится. 1, 2, 3. Так, вниз их можно опускать немножко. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Их будет больше всегда, чем петель цепочки. 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23, 24, 25, 26, 27. Все, хватит. Теперь нить обрезаю, вытягиваю и иголочкой все это прячу. Аккуратненько присоединяюсь туда, откуда она вышла. Вот так. И также с обратной стороны можно пройти по петлям и зафиксировать начало вязания, где я начала обвязывать. И все. Несколько раз продену и пропущу нить между столбиками. Еще разок в обратную сторону. Здесь один столбик оставляю и в обратную сторону. Она как зацепляется. И все, и хватит. И вот такая красивая петля получается. Моя прихватка готова. Если вам понравилось, свяжите себе тоже. Я с удовольствием пользуюсь такими прихватками. Мне они очень нравятся. Она получается мягкая. И можно смело такой прихваткой брать горячее. Также можно что-то поставить. Ну, конечно, не раскаленную сковороду, но горячую тарелку, по крайней мере, поставить можно. По расходу 33 грамма использовано, 25 граммов фиолетового и 8 граммов желтого. Диаметр у меня получился 18, чуть больше 18 сантиметров. Прихватка с обеих сторон одинаковая. Можно даже вязать одну сторону ажурную, одну просто столбиками с накидом такого же диаметра. Единственное, последний ряд желательно связать так же, чтобы такой волной было. Вяжите с удовольствием, радуйте себя и своих близких такими мелочами. На этом все. Большое спасибо за просмотр и до новых видео.